Живописные горы и стелющаяся снизу долина реки. Идеальное место, в которое пришла странствующая семья иезуитов, чтобы построить здесь семинарию. Но спустя почти столетие здание семинарии оказалось заброшено, а над остатками ее основателей надругались сатанисты. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и проект Follow the Ghosts. Сегодня, как вы поняли, выпуск у нас не для слабонервных, поэтому если вы все еще здесь, будьте готовы к не самым приятным кадрам. А перенесемся мы с вами в Италию, где уже не одно десятилетие простаивает заброшенная семинария. Но для того, чтобы вы лучше могли погрузиться в сюжет, повествование я начну с истории этого места. Итак, поехали! Новая семинария, гармонично вписанная в окружавший ее ландшафт, появилась на местных холмах в первой половине XX века, построенная силами и средствами 3 братьев-иезуитов и их любимой сестры Катарины. Масштабы здания и красота примыкавшей к нему церкви красноречиво говорили о количестве любви, вложенной сюда создателями. Семинария стала их новым домом, а поступившие на обучение дети – одной большой семьей. Несколько десятилетий она проработала в таком режиме, пока старые хозяева не ушли на покой, а новые не решили расширить функциональность здания, сделав его школой-интернатом, сохранив религиозную направленность. К основному обучению добавились такие предметы, как этикет, светское воспитание, культура, наука и спорт. «У нас была самая лучшая школа в округе», — вспоминают бывшие ученики, «самая оборудованная и радушная. Здесь было так много различных классов и помещений, аппаратуры и демонстрационных материалов, а какая огромная библиотека располагалась на 1-м этаже». Последний урок прошел в 1985 году. Учителя и ученики вышли во двор и сделали памятное фото. Чудесная эпоха, о которой сохранились только приятные воспоминания, подошла к концу. Иезуиты покинули местность, а здание школы перешло к муниципалитету, решившему сдать его в аренду организации, занимающейся обучением военных. Аренда продлилась до середины 90-х. Немного пропустовав, здание бывшей семинарии ненадолго открыло двери перед прибывшими беженцами. Кров и покой под его крышей тогда нашло около 100 человек. В начале 2000-х муниципалитет продал семинарию строительной компании, решившей переделать ее в дом для престарелых. Идеальное решение для обособленного посреди красивой природы огромного здания. Но проблемы с документами и финансированием, а также ухудшающееся состояние самой семинарии, особенно после недавнего землетрясения, закончились тем, что спустя 10 лет простоя компания ничего с ней не сделала и, объявив себя банкротом, стряхнула с плеч. Оставшаяся внутри мебель была распродана на аукционе, а на само здание покупателя так до сих пор и не нашлось. Бывшие выпускники периодически интересуются у мэрии дальнейшей судьбой своей школы, но там только разводят руками. Здание продолжает рушиться, крыша и этажи все больше разваливаются в период дождей. «Я провел здесь свои лучшие годы», пишут люди на страничке в интернете, посвященной школе. Невыносимо смотреть на нее в таком состоянии. Когда искала материал к этому сюжету, я нашла довольно много вот таких вот форумов, газетных статей, страничек, посвященных заброшенной семинарии. И читая все, что пишут люди, я не нашла ни одного негативного отзыва об этом заведении. Бывшие выпускники все как один твердили, что провели здесь свои лучшие годы. И это было лучшее время, о котором они до сих пор вспоминают с приятной ностальгией. Но после прочтения всего этого теперь меня мучает вопрос, а почему такое прекрасное место постигла такая ужасная участь? Почему никто его не защитил и не уберег? К тому, что семинарию нужно было закрывать, у меня вопросов нет. Может быть, вы помните, когда была история этого места, там совсем ненадолго промелькнула фотография, сделанная после последнего урока, проведенного там. И если вы присмотритесь, там было около 4 взрослых человек
и чуть больше 10 детей разных возрастов. И все это было на огромное здание с множеством кабинетов. Естественно, содержать такую махину для небольшого количества человек было совсем нецелесообразно. Но после того, как от строительной компании оно снова вернулось к муниципалитету, ведь тут можно было что-то сделать. Заколотить его, заделать дыры в крыше, чтобы вода не проникала дальше. В общем, все это риторические вопросы, но сейчас вы увидите, к чему привело такое бездействие. Проскользнув под старые ворота, мы оказались на поднимающейся в гору старой дороге, усыпанной золотом опавших листьев. На вершине виднелась треугольная крыша церкви. Немного поподкидывав листья ногами в жанре лучших ванильных видео, мы сошли с дороги и нырнули в растительность, отделяющую нас от главного входа в здание. Огромные двери с тихим скрипом отворились. Пустота, тишина и масштаб. Вот так хотелось описать представший перед нами длинный коридор. Здание бывшей семинарии состояло из двух частей. Церкви слева, выполненной в необычном голубом цвете и с висящим над алтарем огромным крестом, и непосредственно здание школы справа, где располагались учебные кабинеты и комнаты учеников и преподавателей. Мы решили начать с осмотра самого здания, пройтись по его этажам. По коридору от наших шагов разносилось эхо, и мы старались ступать как можно мягче. Здание бывшей семинарии имело 3 этажа и чердак. На первом этаже располагались общественные пространства, типа бывшей столовой и библиотеки, сейчас пустые и заваленные всяким мусором и осыпающимися стенами и потолком. Второй и третий этажи оказались довольно похожи и одинаково пусты. Раньше здесь располагались учебные классы, но остатки школьного инвентаря, 2 парты и доску, мы нашли лишь в одном зале с обрушившейся стеной. То и дело в других комнатах нам попадались сломанные остатки мебели, какие-то небольшие случайные вещи, но в основном ничего особенного. Здание, конечно, рушилось на глазах. Влажность, пробиравшаяся сюда сквозь дырявую крышу, взяла его под контроль. Решила, что слой штукатурки не нужен ни на стенах, ни на потолке, и просто счистила его, обнажив кладку. Распространять свою власть влажности помогло и землетрясение, немного задевшее эту часть региона. То тут, то там можно было наблюдать пронизывающие стены трещины. С осторожностью и любопытством мы поднялись на чердак. Когда-то здесь располагались комнаты учеников или учителей. Вещей, стульев и остатков кроватей здесь сохранилось чуть больше, чем во всем остальном здании вместе взятом. Но и ступать тут нужно было с повышенной осторожностью. Все рушилось. Комнаты были небольшими, и, скорее всего, в последние годы здесь жило всего по 1 человеку. Так мало людей в тот период поддерживало функционирование школы. Осмотрев этажи, мы решили наконец-то увидеть визитную карточку этого места – Синюю церковь. По классике здание пострадало от вандалов, валяющийся на полу мусор, граффити на стенах. Но больший удар пришелся именно на церковь. Тут вандалы прямо-таки с цепи сорвались, уродуя все, до чего дотягивались. Мы зашли в эту часть здания по 1-му этажу. Здесь же когда-то была и бухгалтерия.
судя по количеству валяющихся повсюду бумаг. Эта часть была сердцем школы во всех смыслах. Перевернутые кресты и шестерки на стенах сразу красноречиво заявляли, какого состояния следует ожидать от церкви. Попытки костровища в углу, надписи и рисунки, испорченные статуи и скамьи – это все мы уже проходили и знаем. Но вот что увидели впервые, и что было самое неприятное и жуткое здесь – это оскверненные захоронения. Да, уж признаться честно, такой картины мы сами не ожидали. Это понятно, что здание заброшено уже очень давно и вандализируется оно очень давно, но тут, кажется, вандалы переплюнули сами себя. Они достали то, что вообще трогать не следовало. В церкви, как и полагается, находилась крипта для ее служителей, а в случае данной семинарии – крипта для ее основателей, тех самых братьев-иезуитов и их сестры, построивших это здание. Ведь после того, как они пожертвовали все свое имущество на строительство, это место стало их единственным домом. Вандалы раскололи плиту, ведущую в подземную усыпальницу, где покоились 3 брата и сестра. Часть их костей вытащили наружу и сложили из них композицию прямо на алтаре, переправив картину бархатной подушечкой и свечами. Сама гробница располагалась в полу в центре зала, зияя черной дырой в обрамлении кусков расколотой плиты. Вниз вела железная лестница, в конце которой находилась небольшая комнатка с нишами в стенах, часть которых была занята, а часть пустовала. Но это было не единственное, над чем успели поглумиться вандалы. Из глаз статуй, расположенных тоже над какими-то захоронениями, текла красная краска, а их руки были обломаны. Мы оглядывались вокруг с сожалением и тихой злостью, но даже в таком состоянии церковь все равно была очень красива. Голубой цвет стен и сводов творил здесь какую-то волшебную атмосферу. Огромный крест с распятым на нем Иисусом слегка покачивался на сквозняке. Даже небольшие постаменты, на которых держались на стене за алтарем статуи, были выполнены с вниманием к деталям и представляли собой головы ангелов, поддерживающих всю эту структуру. Церковь действительно была очень красива, и мне непонятно, вот когда ты видишь эту красоту, почему у тебя возникает желание разрушать и пакостить? Почему ты не можешь просто, я не знаю, присесть на скамью и полюбоваться всем этим? Ведь чтобы наслаждаться красотой, не обязательно быть привязанным к религии. Хотя, может, у этих ребят были там свои мотивы, ритуалы там и все прочее. Потому что местные жители, часть из которых, кстати, это бывшие выпускники, если они кого-то видят, кто подходит к семинарии, они сразу звонят в полицию. Но обычно это оказываются простые фотографы, которым для снимков нужен дневной свет. А ребята, которые приходят разрушать, приходят обычно ночью, когда все вокруг спят и никто им, в общем-то, не мешает.
В общем, вот такие места иногда нам попадаются. Вы, наверное, заметили, что в начале ролика, когда мы рассказывали историю церкви, она выглядела еще более-менее. Но дело в том, что это наши старые съемки, которые мы снимали лет 5 назад, когда первый раз ее посетили. Крипта тогда еще была не разграблена. Ну а сейчас все так, как вы видели в нашем визите. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу найденных костей, баловство это или что-то посерьезнее. В любом случае, так быть не должно. Но знаете что? Радует только то, что муниципалитет, кажется, наконец-таки заметил проблему. Недавно они расчистили всю территорию вокруг семинарии и привезли уже туда какие-то строительные материалы и технику, возможно, для восстановления стен и крыши. Пусть оно так и будет. Надеемся, этот эпизод был для вас интересным, и мы в любом случае будем очень рады лайку к нему за свою работу. Обязательно подписывайтесь, чтобы мы не потерялись и исследовали вместе еще не одно заброшенное место. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в следующих эпизодах. Пока!